День независимости Украины. В гостях новый британский премьер, бывший американский вице-президент и многие другие. Зеленский признал, украинцы устали от войны, но не перестанут воевать. Великобритания передаст Украине секретные технологии ракет Storm Shadow. Путин встретился с министром иностранных дел Индии. Говорили о нефти и удобрениях. Иран переживает последние часы перед удушающими санкциями США. В Тегеране даже внук первого аятоллы призывает к переговорам с Трампом. И только в Лондоне спокойно взвешивают обитателей зоопарка. Покажем, как правильно взвешивать пингвинов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Украина отмечает 35-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря это решение подтвердили на референдуме более 90% участников голосования. Центральные мероприятия в честь праздника прошли в Киеве с участием президента Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, военного руководства и иностранных делегаций. Празднование проходит в условиях полномасштабной войны, поэтому основными темами стали память о погибших, награждение военных и укрепление международной поддержки. Официальная церемония состоялась на Софийской площади. В ней участвовали премьер-министр Великобритании Энди Бернем, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, президенты Молдовы Майя Санду, Эстонии Алар Карис и Литвы Гитанас Науседа, а также председатель Европейского совета Антонио Кошта. Накануне в Киев прибыли лидеры Дании, Норвегии, Финляндии и других стран Северной Европы и Балтии. В выступлении на Софийской площади Зеленский напомнил, что в 1991 году многие иностранные правительства сомневались в способности Украины стать самостоятельным государством. Президент заявил, что украинцы восстановили независимость, сохранили ее и теперь защищают от новой попытки Москвы уничтожить украинскую государственность. Он отдельно упомянул матерей погибших героев Украины, Назария Гринцевича и Степана Чубенко, и поблагодарил военных, спасателей, медиков, волонтеров и работников оборонной промышленности. Во время церемонии Зеленский вручил ордена «Золотая звезда» героям Украины и семьям погибших военнослужащих. Военные получили кресты боевых заслуг и другие государственные награды. Подразделениям сил обороны передали боевые знамена и почетные ленты. По случаю 35-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Вот его краткое содержание. Украинцы гордятся собой, но без помпезности, радуются сдержанно и поздравляют друг друга, понимая цену этого дня. В наших глазах одновременно слезы и надежда. Нам больно, но мы учимся быть сильнее всего их зла. Мы все устали, но не привыкли долго жаловаться. Украина, безусловно, очень устала, однако не готова просто взять и сдаться. Мы не позволим им перехватить инициативу, обмануть Европу и весь мир, убедив всех, будто достаточно просто отдать Донбасс. И все быстро закончится. Иллюзий нет. Веры им нет. Мы не собираемся экономить Кремлю 500 000 солдат. Россия постоянно переносит сроки, когда она якобы вот-вот обязательно захватит всю Донецкую область. И продолжит их переносить. Украина изменилась и не отдает свое. Россия не хочет мира, она хочет новой мобилизации. Мы воспринимаем это с холодной головой и действуем. Нам необходимо укреплять армию и располагать всем необходимым для удержания обороны. Воины должны быть обеспечены и оснащены всем, чтобы превращать пополнение вражеской армии в удобрение для нашей земли. Путин надеется, что мы устали, но мы знаем, что он смертен. Никогда нас не понимал, а теперь уже и не успеет. Вы хотели забрать всю нашу Украину, всю нашу землю, но вместо этого потеряли нефтеперерабатывающие заводы, флот, доходы и целое поколение, которое отправили в мясорубку. Вы хотели, чтобы нас не было на карте. Теперь уже вас нет в международной повестке будущей цивилизации. 27 лет глава России говорит о величии, а россияне стоят в очередях за бензином. Мы должны сохранять единство и дожать их. Украина, Европа, Америка и весь мир. Надеюсь, теперь исчезли все иллюзии относительно того, действительно ли Россия хочет закончить эту войну. Верю, что и в Америке исчезнут все сомнения и страхи, связанные с Россией. Нужно усадить россиян за стол переговоров. Наконец, нужны санкции, после которых они взвоют. Украине необходимо предоставить все, что заставит их закончить войну. Это возможно. Мы не просим вас воевать вместо нас. Дайте Украине все необходимое, чтобы остановить эту войну, остановить ее раньше, чем Путин успеет начать следующую. Чтобы этого не произошло, необходимо действовать сообща. Европа должна быть Европой, единой и амбициозной. Китай больше не должен молчать. Когда кто-то переодевается то в морской китель, то в пилотку и, с трудом выговаривая отдельные слова, угрожает ядерным ударом,
Китай должен реагировать и охлаждать этот пыл. Китай должен доказать свои претензии на роль одного из мировых лидеров, не только в экономическом и технологическом, но и в цивилизационном смысле. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем прибыл в Киев. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Он принял участие в торжествах в День независимости и в заседании коалиции желающих. Главное объявление: Лондон разрешит концерну MBDA передать Украине засекреченную информацию о британских компонентах крылатых ракет «Скалп». Это позволит Украине и Франции построить украинские линии по сборке этих ракет. «Скалп» — это французская версия британской Storm Shadow, совместная разработка двух стран. Переданные Украине модификации ракет предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и укреплений на расстоянии более 250 километров. Летят на малой высоте с огибанием рельефа и оснащены проникающей боеголовкой весом 450 килограммов. Также Владимир Зеленский во время встречи с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом попросил Соединенные Штаты передать Украине около 5% запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сам Майк Пенс рассказал в программе State of the Union на телеканале CNN. По оценкам экспертов, у США осталось около 800 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Таким образом, 5% — это около 40 ракет. В последнее время Владимир Путин начал обстреливать Украину баллистическими ракетами, летящими по высокой траектории. Думаю, это акт отчаяния. Без достаточного количества комплексов Patriot или противоракетных систем ТХААД Украина останется чрезвычайно уязвимой, особенно в зимние месяцы. Президент Зеленский ясно дал мне понять, что ожидает. С приближением зимы Путин начнет наносить удары не только по школам и больницам, как это произошло на этой неделе, и не только по торговым центрам, где погибли более 10 человек. Он начнет атаковать энергетическую инфраструктуру, пытаясь обречь украинцев на суровые зимние холода. Президент Зеленский сказал, что Украине необходимо лишь 5% оставшихся американских запасов ракет для комплексов Patriot. По его мнению, этого хватит, чтобы пережить зимние месяцы. Полагаю, помощь могут предоставить и другие союзники. У Южной Кореи есть современные ракеты-перехватчики. С учетом того, как на этой неделе развивались отношения между президентом и Южной Кореей, у президента Ли появилась возможность проявить инициативу, предоставить эти перехватчики Соединенным Штатам для развертывания на Ближнем Востоке или здесь, в Украине. Их также можно передать европейским союзникам, которые смогут сделать то же самое. Это действительно особенный момент в 4,5 годах борьбы этой страны. Я хочу обратиться к вашим зрителям по всему миру. Я нахожусь здесь после разрушительных российских атак минувшей недели и собственными глазами вижу решимость и твердость украинского народа. Украина побеждает в этой войне. Если мы предоставим ей все необходимое, она отстоит свой суверенитет и обеспечит себе мирное и справедливое будущее. Я верю в это всем сердцем. А вот как отреагировали в Кремле на сообщение о передаче Украине технологий для производства своих ракет Storm Shadow Scalp? Крайне негативно. Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек. Напомним, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров за последние 3 суток неоднократно повторил, что Москва не заинтересована в развитии процесса мирного урегулирования и готова к продолжению боев. Украинские силы беспилотных систем за одну ночь поразили 3 крупных логистических центра российского маркетплейса «Озон». В Энеме, в Адыгее, загорелся комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров. В индустриальном парке Тюбия под Махачкалой удар пришелся по крупнейшему центру «Озон» в Дагестане. Третьей целью стал комплекс площадью 92 тысячи квадратных метров в Невиномысске Ставропольского края. Еще один склад в Адыгейске остановили и эвакуировали из-за угрозы повторных ударов. Кампания ударов по складам «Озон» продолжается 3-ю ночь. После уничтожения 15 крупнейших логистических центров Wildberries украинские военные объявили о переходе к инфраструктуре 2-го по величине маркетплейса в России. В субботу украинские дроны поразили логистический центр «Озон» площадью 76 тысяч квадратных метров в Чапаевске Самарской области. В воскресенье работу прекратил 40-тысячный комплекс в Оренбурге. За минувшие 3 дня ВСУ ударили по 5 складам с общей действующей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Министерство обороны Украины считает эти объекты центрами хранения товаров двойного назначения, встроенными в российские военные и экономические цепочки. Акции «Озон» упали почти на 30% после атак украинских дронов. Стоимость акций АФК «Система»
владеющей 31,8% компании «Озон», упала примерно на 17% по сравнению с ценой при закрытии торгов в пятницу. Александр Лукашенко вновь явил чудеса акробатической многовекторности и неожиданно поздравил народ Украины с Днем независимости. Он заявил, что Минск и Киев в будущем восстановят сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия, напомнил об общей истории двух народов и назвал Беларусь открытой для украинцев с добрыми намерениями. О собственной роли в войне России против Украины Лукашенко в поздравлении не упомянул. Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину, в том числе из белорусской территории, и наступали на Киев. Россия использовала белорусские аэродромы и пусковые позиции для ракетных ударов, а ее беспилотники продолжают проходить через воздушное пространство страны. Несмотря на это, Александр Лукашенко пожелал Украине мира и счастья, после чего отправился на встречу с делегацией из Архангельской области России, который предложил покупать белорусские продукты питания, автобусы, лифты и льняную одежду. В Кремле еще надеются на новую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, правда, не уверен, что эта встреча будет отдельной и двусторонней, и вообще до нее еще нужно дожить. В ноябре у нас большой важный саммит АТЭС в Китае. И, как мы знаем, в АТЭС входит и США. Если Трамп туда приедет, произойдет ли встреча Путина и Трампа, на ваш взгляд? Ну, еще столько много времени до саммита АТЭС, но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят. Каких-то сигналов или намеков пока не поступает? Пока еще. Ну сколько еще? 3 месяца. Да, 3 месяца надо дожить. У нас до этого еще много крупных международных мероприятий. Крупных. Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара. Джайшанкар прибыл в Москву на 2 дня для участия в заседании Российско-Индийской межправительственной комиссии. Нью-Дели добивается расширения экспорта лекарств, продовольствия и текстиля, чтобы сократить огромный торговый перекос в пользу России. Основными темами стали энергетика, торговля и увеличение поставок российских удобрений. Уважаемый господин министр, дорогие коллеги, очень рад вас видеть, господин министр. Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно на протяжении десятилетий сложился между Россией и Индией. Их много. Один из этих вопросов, но это не только энергоносители, один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений. Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства. Наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше. Наше экономическое сотрудничество значительно расширилось. Премьер-министр Нарендра Моди рассчитывает встретиться с вами на саммите Шанхайской организации сотрудничества, а затем принять вас в Индии на саммите БРИКС. В дальнейшем, когда это будет удобно обеим сторонам, состоится ежегодный российско-индийский саммит. Поэтому, господин президент, полагаю, мы можем представить очень убедительные результаты нашего сотрудничества. Однако главной темой переговоров стали нефть, бензин и дизельное топливо. После украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам объем переработки нефти в России упал до минимума с 2005 года. Москва запретила экспорт топлива, ввела ограничения на заправках и начала ввозить бензин из Индии, Беларуси и Казахстана. Индийское топливо возвращается в Россию через перегрузочные пункты в Египте с наценкой переработчика, посредников и перевозчиков. Разницу между стоимостью импорта и внутренними ценами компенсирует российский бюджет. Таким образом, Россия продает Индии сырье, а затем выкупает изготовленный из него бензин значительно дороже. Соединенные Штаты готовятся к введению убойных санкций против Ирана и его торговых партнеров, которые президент Дональд Трамп назвал «Днем Д» для Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент вечером в понедельник представит пакет санкций, который он называет самыми жесткими истории. Их целью Бессент называет полную изоляцию Ирана. Под ограничения, как ожидается, попадут иностранные банки, нефтеперерабатывающие заводы, страховщики, порты, судовые реестры, обменные пункты и компании, участвующие в перевозке и перегрузке иранской нефти. Вторичные санкции против торговых партнеров Ирана означают выбор. Либо страна продолжит торговлю с Ираном, либо сохранит доступ к американской финансовой системе. Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях для любой страны, без исключений, предоставляющей Тегерану экономическую поддержку. Точный перечень ограничений пока не опубликован. Главная цель этих санкций – Китай. По данным КПЛР, на китайских покупателей приходится более 80% экспорта иранской нефти по морю. По оценкам Белого дома, цифра еще выше – 90%. Вашингтон уже вводил санкции против независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов,
Однако тогда Пекин приказал своим НПЗ игнорировать американские ограничения. Официальный представитель МИД Китая Лин Цзянь накануне введения новых санкций заявил, что Пекин защитит свои компании. Санкции и давление не способствуют урегулированию разногласий. Они лишь усиливают напряженность и ведут к дальнейшей эскалации ситуации, что не отвечает интересам ни одной из сторон. Китай призывает все заинтересованные стороны действовать рационально и сдержанно, избегать любых мер, способных еще больше обострить напряженность или нанести ущерб росту мировой экономики и финансовой стабильности, и как можно скорее вернуться на правильный путь политического урегулирования посредством диалога и переговоров. Китай будет внимательно следить за развитием событий и примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. Усиление давления грозит новым конфликтом между Вашингтоном и Пекином накануне поездки председателя КНР Си Цзиньпина в США. Китай контролирует около 90% мировой переработки редкоземельных металлов и может ограничить их поставки в ответ. А вот в иранском руководстве пока нет единого мнения, как следует реагировать на введение новых санкций. Президент Масуд Пезешкиан признал, что страна не может воевать бесконечно, и меморандум о перемирии с США, заключенный в июне, был хорошим выходом из ситуации. Этот шаг был согласован с верховным лидером. В своих выступлениях он также открыто говорил, что мы должны выйти из состояния ни войны, ни мира. Он подчеркивал, что это необходимо сделать. Для этого мы должны руководствоваться благоразумием, целесообразностью, мудростью и достоинством. Речь не идет о том, чтобы униженно склоняться перед противником. Можно сесть за стол переговоров с позиции силы, но при этом действовать разумно и решать существующие проблемы. Мы стараемся добиться именно этого. На заседаниях Высшего совета национальной безопасности я неоднократно говорил, все, кто непосредственно занимался этим вопросом, считали данный меморандум наилучшим из возможных. Все, кто был непосредственно вовлечен в этот процесс. Куда интереснее прозвучало выступление Хасана Хамейни, внука первого верховного лидера Ирана Аятоллы Хамейни, который привел практически религиозные обоснования для переговоров с США и заключения перемирия. Речь идет о Худайбийском мирном договоре. Иногда правильно заключенное соглашение приносит больше плодов, чем сотни войн. Рассказ о Худайбийском мире довольно длинный. Простите, будь у меня больше времени, я бы изложил его полностью. Один из величайших сподвижников пророка, впоследствии сыгравший огромную роль в истории ислама, говорил: «Лишь однажды я усомнился в пророческой миссии этого человека во время заключения Худайбийского мира. Он подошел к пророку и резко спросил: «Разве не мы стоим на стороне истины?» Пророк ответил: «Такова воля и мудрость Аллаха». Менее чем через 3 года произошло завоевание Мекки и была одержана окончательная победа ислама. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи пригрозил считать поддержку американских санкций актом войны и атаковать интересы соседних государств. Корпус стражей исламской революции сообщил о подготовленных сценариях ответа. Похожую позицию озвучили иранская армия и иранский МИД. Вы должны сорвать планы врага. Нужно заставить его в полной мере ощутить горечь поражения, чтобы он понял, здесь подобные действия не пройдут. Нельзя позволять кому-то являться с другого конца света и заявлять: «Мы установим контроль над вашей страной, здесь им не площадка для их авантюр. Нас не 10 и не 20». Они говорят о войне, но мы ни в коем случае не позволим этому случиться. Единственный путь — языком силы дать им понять, что они не смогут сделать то, что хотят. Америка, та самая Америка, которая якобы собиралась прийти на помощь иранцам, использует все доступные средства, чтобы наказать их лишь за одно — за сопротивление давлению на национальную независимость, суверенитет и достоинство. Все необходимые предупреждения по этому поводу, безусловно, уже сделаны и продолжают звучать. Любое содействие Соединенным Штатам в осуществлении их агрессивных действий против Ирана непременно повлечет за собой последствия. Иран задействует все свои возможности на многостороннем уровне для противодействия экономическим санкциям. Визит в Оман никак с этим не связан. Я имею в виду визит командующего армией Пакистана. Они лишь совпали по времени. Поездка в Оман запланирована на завтра. Будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и вопросы безопасности Ормузского пролива и проходящих через него судоходных маршрутов. В конце концов, Иран и Оман — 2 страны, которым принадлежат берега этого водного пути. Иранский реал уже подешевел до рекордных 2 миллионов 20 тысяч за доллар.
Через Ормуз за выходные прошли только 17 товарных судов, почти на 90% меньше довоенного потока. Тегеран внес в черный список 45 танкеров и угрожает задерживать суда и конфисковывать грузы. Одновременно в Тегеран прибывает командующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. Исламабад пытается сохранить канал переговоров до перехода экономического противостояния в новую военную эскалацию. Нефть подешевела перед объявлением нового пакета американских санкций против Ирана. На торгах в понедельник Брент потеряла около $1,5 и опустилась ниже $93 за баррель. Американская WTI подешевела на 2%, примерно до $85. Аналитики объясняют снижение фиксации прибыли. За 2 предыдущие недели оба сорта прибавили более 5%. Министр финансов США Скотт Бессент должен представить меры, которые Вашингтон называет самой жесткой санкционной кампанией против Ирана. Ограничения могут затронуть банки, страховщиков, порты, судоходные компании и посредников, помогающих Тегерану продавать нефть. Предложения иранской нефти для Китая уже сократились, а продавцы повысили цены. Физический дефицит при этом усиливается. Морган Стэнли фиксирует резкое сокращение объема нефти на танкерах и снижение наземных запасов, включая китайские. Банк отложил прогноз восстановления ближневосточных поставок и допускает подорожание Brent до $100 в 4-м квартале. Через Ормуз за последние 2 суток прошли только 17 товарных судов, 13 в субботу и 4 в воскресенье. До войны пролив ежедневно пересекали около 130 судов. Таким образом, видимый поток сократился почти на 90%. Реальное число может быть несколько выше. Часть танкеров отключают передатчики. Иран одновременно пригрозил штрафами, задержанием или конфискацией судов за нарушение установленных им правил прохода. В санкционный список Тегерана уже внесены 46 судов. В лондонском зоопарке началось ежегодное взвешивание животных. Сотрудники измеряют сотни обитателей, от улиток массой около грамма до верблюдов и жирафов весом почти 3/4 тонны. Смотрители стараются проводить процедуру без принуждения. Весы устанавливают в проходах между вольерами, а для птиц используют специальные платформы-жердочки. Вообще за весом обитателей зоопарка следят почти ежедневно. Но сегодня особая официальная государственная процедура взвешивания. Самыми легкими сегодня, вероятно, окажутся представители видов, находящихся на грани исчезновения, а в некоторых случаях уже исчезнувших в дикой природе. Например, наши улитки Портула весят всего около 1 грамма. На другом конце шкалы двугорбый верблюд весом примерно 650 килограммов или жираф. Думаю, наш жираф Уилл сегодня потянет почти на 700 килограммов. При взвешивании пингвинов главный профессиональный секрет – побольше рыбы. А если перед вами огромный верблюд, приходится полагаться на технику. Прочные платформенные весы устанавливают под настилом. Сегодня смотрители, кажется, предлагали верблюдам ветки ивы в качестве угощения, чтобы те зашли на весы. Но вообще наши смотрители отлично с этим справляются. Как я уже говорил, они занимаются этим не только сегодня, а постоянно. Поэтому прекрасно умеют заманить животных на весы и получить все необходимые данные. Эти данные позволяют ветеринарам отслеживать развитие животных, корректировать питание, рассчитывать дозировку лекарств и выявлять возможную беременность. Привычка спокойно вставать на весы также упрощает вакцинацию, ультразвуковые исследования и другие медицинские процедуры. Все это настоящая наука. Посетителям сегодня, конечно, весело наблюдать, как взвешивают животных. Но за этим стоят научные исследования и охрана природы. Например, данные о весе наших пингвинов помогают нам в работе над полевыми проектами. Мы можем определить, каким должен быть нормальный вес пингвина в дикой природе, и сравнить его с весом пингвинов, содержащихся в зоопарке. Это помогает нам лучше понимать существующие угрозы. Если вес животных растет или снижается, мы выясняем причину. Поэтому все эти данные используются и в науке, и в природоохранной работе. У этой процедуры гораздо более важное значение, чем может показаться.